Всем привет, меня зовут Оля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в кадре меня будет очень мало, а вот за кадром будет очень много. Как вы уже догадались по названию видео, я приехала в Краков. В этом городе я впервые, и то, что я увидела, вызвало во мне невероятную бурю эмоций. Красота старого города поражает своей архитектурой. Это место переносит тебя во времени на несколько веков назад. Здесь совсем другая, какая-то сказочная атмосфера. Город расположен на юге страны и стоит на реке с известным названием Висла. Это второй по численности населения и по площади город в Польше после Варшавы. С 1038 по 1596 был столицей Польши, а до 1734 года местом коронации польских королей. Центр старого города занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В самом центре площади расположены суконные ряды, которые были построены Болеславом V Стыдливым в далеком 1257 году. В середине XIV века король Казимир III Великий построил новые суконные ряды длиной аж 108, а шириной целых 10 метров. Это здание сгорело в 1555 году, а дальше суконные ряды реставрировали и достраивали еще несколько раз. Но вот до наших времен сохранилась его последняя реконструкция, которая проходила с 1875 по 1979 год. По старой легенде, во времена правления короля Крака в VI веке в Кракове появилось существо, похожее на дракона, которое называли живоглотом, по-польски «цавожерца». Это в переводе означает «существо, которое заглатывает свою жертву целиком». Раз в неделю дракону приносили в жертву корову, а в те дни, когда не приносили, он пожирал людей. Чтобы спасти город от чудовища, король послал к дракону двух своих сыновей – Крака и Леха. Те хитростью смогли уничтожить дракона, набив чучело коровы серой, проглотив которое, дракон задохнулся.
А чтобы не делить победу с младшим братом Краком, старший Лех убил его и, возвратившись в замок, сказал, что Крак пал в битве с драконом. Но вскоре обман был раскрыт, после чего Леха изгнали из страны навсегда, а в честь убитого Крака назвали прекрасный город. А это легендарный Вавельский замок. Для поляков просто Вавель. Можно сказать, что отсюда и началась история всей Польши. По данным археологов, уже в XI веке на месте Вавеля находилось поселение племени под названием Вислы. Каменные укрепления Вавеля начал возводить Вацлав II в 1290 году, а в XIV веке холм был перестроен Казимиром III Великим. Замок серьезно горел в 1499 и 1595 годах. В обоих случаях был частично разрушен, а с уходом из замка польского короля Сигизмунда III Ваза в 1609 году начинается период упадка. В 1655-57 годах Вавель был полностью разграблен, а в 1702 сожжен шведами в Великой Северной войне. В 1724 году предпринимается попытка реконструкции замка, но после утраты Польши независимости Вавель был превращен в казарму для австрийского гарнизона. И только в 1905 году поляки смогли выкупить замок у австрийского правительства, и с того времени началась глобальная реставрация Вавеля, которая продолжается по сей день. Именно здесь, в Вавельской кафедре, был епископом король Войтыла, будущий папа римский, Иоанн Павел II, гордость польского народа. До этого места я дошла уже совсем обессиленная и с практически севшей камерой.
Это Казимеш. Исторический район в Кракове, который с 1335 года по 1818 был отдельным городом, населенным евреями. Город был основан Казимиром III в целях защиты южной части Кракова. Казимеш был соединен Королевским мостом с замком Вавель до 1822 года, а позднее каменные стены были снесены, был засыпан речной рукав Вислы, и с того момента евреи стали постепенно заселять польскую часть города. Как нам всем известно, во времена Второй мировой войны был совершен страшный геноцид по отношению к еврейскому народу, и все евреи в Кракове были согнаны в гетто, которое располагалось на противоположном берегу Вислы, и большинство краковских евреев были убиты во время ликвидации гетто или в концлагерях. 8 сентября 1994 года указом польского президента Леха Валенсы Казимеш был объявлен памятником истории и вместе с остальной частью старого города внесены в список всемирного наследия. Зазывали меня на обед по-польски, а вот между собой все жители этого района говорят на иврите. Интересный факт. Легендарный черно-белый фильм «Список Шиндлера» снимался на улицах этого района. Сегодня я вернулась домой за полночь, абсолютно без сил, но невероятно счастливая от того, что посетила город Краков. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, а с вами была Оля. Всем пока!